Лизочка, ну здравствуй. Ну расскажи, как вот твоя семейная жизнь проходит в Египте. Всем снова здравствуйте. Все проходит отлично. Как бы там многие в комментариях под предыдущим видео не писали, но нет. Все замечательно, все прекрасно. Идиллия, любовь, комфорт. Не знаю даже, что сказать, но все правда замечательно. Да? Сколько месяцев вы вместе уже? Меньше года. Чуть меньше года, да. Да, так уже много получается. Ты недавно рассказывала, что он тебя познакомил с родителями, да? Да, ну это было не недавно, это было давно, еще в первые, так сказать, наши месяцы отношений было, да, знакомство с родителями, с семьей, мама, папа, сестра. Есть еще младшая сестра живет в Каире, тоже ездили, знакомились, она недавно ребеночка родила, то есть прям, ну как бы прям такие у нас семейные отношения, каждый день поддерживаем связь, общаемся, раз в неделю ходим в гости. Вот. Неделю назад отмечали день рождения моего мужа в кругу семьи. Они украсили квартиру, приготовили торт, были бенгальские огни, песни, их вот эти национальные какие-то поздравления, которые я особо не понимала, но было интересно понаблюдать за этим, просто посидеть там, похлопать, поздравить. Вот. Но вообще я заметила то, что они очень, довольно скромно отмечают день рождения, не как у нас, да, привыкли с размахом накрывать столы, звать гостей, нет. Хоть семья состоятельная, но это был просто тортик, напитки, музыка и поздравления словесные. Все. То есть здесь не принято накрывать столы и устраивать застолье. Вот. Как родители отнеслись? Ой, родители с самого начала очень позитивно отнеслись, но единственное, у нас в первую встречу возникли сложности с пониманием друг друга, потому что родители не говорят по-английски абсолютно. Я на тот момент не разговаривала по-арабски, то есть я не могла даже сказать там «привет, как дела?» и так далее. Сейчас уже попроще, и родители начали ради меня учить английский язык, и я уже могу по-арабски что-то с ними, какие-то стандартные фразы сказать, да. Ты мне сообщила, что ты начала работать. Где и как? Да, месяц назад, чуть больше месяца назад я поняла, что мне довольно скучно все время находиться дома. Моя удаленная работа не занимает много времени, то есть это в день, может быть, час от силы я уделяю, и тот, наверное, даже уже не каждый день. Вот. Кстати, в комментариях спрашивали, чем я занимаюсь. Я продавец на маркетплейсах. Это Вайлдберрис, Озон и Яндекс.Маркет. Вот. То есть много времени на это не нужно. Ты продавец? А что ты продаешь? У меня одежда, и сейчас сезонные товары были семена и сад, огород. Вот. И одежда. Это носочки, футболки, такого плана. А товар откуда берешь? Закупаю в Москве. Да, у меня есть сотрудники, конечно, у меня небольшие объемы, но на жизнь хватает. Есть пара человек, которые мне помогают, которые ездят на закупку, потом все это упаковывают, отгружают. Я уже удаленно просто веду бухгалтерию и выгружаю какие-то данные. Вот. А тут? Тут вот как раз 1,5 месяца назад я поняла, что мне довольно скучно сидеть дома, хочется попробовать что-то новое. Муж постоянно на работе, вот, и я попросила его помочь мне устроиться на работу. Идти куда-то аниматором, продавцом или что-то такое мне совершенно не хотелось, и я рассматривала работы наподобие guest relation в отеле, это менеджер, либо что-то связанное с детьми. Я поняла, что с детьми, наверное, будет поинтереснее, попроще. Все-таки, когда с детьми работаешь, чувствуешь себя ребенком, играешь, да. Это весело. Вот, и да, я попросила мужа помочь мне устроиться в отель. Где-то 2 недели мы ездили по разным отелям, подбирали мне условия, где мне понравится, все ли мне подойдет. И вот нашли, наконец, отель. Уже месяц я там работаю. Но мы не будем говорить, а то сейчас приедут, тебя украдут. Ты такая красивая, приедут и украдут, поэтому не скажем, какой отель. Хорошо. Вот. Мы будем так из-под тишка подглядывать за своей жизнью и наблюдать. Потому что я заинтересована, чтобы все было хорошо, потому что я вообще заинтересована в хороших семьях. Вот. Ну, давай еще что-то расскажи. По поводу работы,
Могу продолжить то, что, если кому-то интересно, вообще в основном, если кто-то будет работать в отелях, здесь всегда стандартный график. 6 дней работаешь, 1 день у тебя выходной. И перерывы там по 2 часа, по 1,5 часа 2 раза в день. Сколько платят? Сейчас у меня $500 в месяц, потому что первый месяц. И со второго месяца идет 600. Потому что я уже со второго месяца смогу самостоятельно вести мероприятие с микрофоном, вот, и зарплата уже повышается. Но зависит от отеля. Есть отели попроще, где детишек мало, то есть это может быть в Kids-клабе там 5-7 человек, зарплата будет $350. Есть отели, например, как какой-нибудь Риксос или что-то такое, где, или Джангл, там вот в Джангле зарплата, я знаю, $1000. Но там и занятость, то есть ты работаешь с утра до ночи, постоянно на ногах, то есть это довольно тяжелый график, но интересно. Вот. Я выбрала для себя что-то такое среднее, чтобы не сильно перетруждаться, ну и чтобы было интересно. Ну да. Вот. Поэтому вот так вот работаем. И выделяют всегда комнату обязательно, где ты можешь отдохнуть, переодеться, принять душ. Вот. Ну, я там не живу, то есть я прихожу только в перерывы, немножечко передохну и дальше работать уже вечером и уже домой к мужу. У тебя есть напарница, да? Да, нас в команде 6 человек. Русскоговорящие только я и еще 2 девочки, и 3 из Германии. Ну, отлично. Интернациональная компания. Там такой, наверное, больше европейцев в отеле, да? Да, в основном контингент это Германия, Бельгия, Франция. Отлично, подтянешь свой английский. Сейчас я уже подтягиваю немецкий. Действительно. Мама у него домохозяйка, не работает. Ну, как, в принципе, здесь принято, очень малое количество женщин здесь работает. Вот, отец занимается, у него своя компания, занимается недвижимостью, он скупает здания, квартиры и, соответственно, потом перепродает. Только продажи, не аренда. Вот, муж, соответственно, работает с ним вместе. Сестра младшая, которая живет здесь, в Хургаде, работает в бьюти-сфере. Вот. И сестра, которая постарше, живет в Каире, родила ребеночка, пока нигде не работает. Ну, то есть, в принципе, особо вот прям такого интересного про семью сказать ничего не могу, но люди, правда, замечательные, очень добрые, очень хорошо ко мне относятся. Я тут заболела, когда на работе, они прям вообще постоянно мне звонили, переживали. Отец все пытался приехать за мной, отвезти меня в больницу, чтобы проверить, сделать флюорографию. То есть прям, правда, переживали. Если тебе нужны деньги, он дает деньги? Да, постоянно. Очень забавно. Ты можешь куда-нибудь пойти, там, погулять? Конечно. Там, да? В любое время, То есть он такой, он нормальный? Да, у нас нету ревности какой-то, недоверия, там, проверок. Нет. У нас абсолютно здоровые в этом плане отношения. И мне очень нравится по утрам. Иногда я прихожу, когда с работы, я сразу ложусь спать, не дожидаясь мужа. Вот. И я просыпаюсь от того, что он там с работы возвращается, то меня поцелует, то еще что-то. И я просыпаюсь, когда он после работы каждый день, когда я сплю, он кладет мне в мою рабочую сумку денежку. Да, на карманные расходы, на какие-то нужды, да, каждый вечер кладет мне деньги в сумку. Это очень мило. Но кто-то скажет, что это проституция. Но плачу не я. Нет, ну это как бы забота. Ну шикарно. Молодец. Вот. Вообще человек он нестандартный, не, как сказать, не классический арабский мужчина. Не классический. Да. То есть, как мы, да, с вами все привыкли считать, что все они любят смотреть сериалы, все они любят постоянно камеры, внимание. Что еще? Какие-то импульсивные, да, вот такие все такой, эмоциональные. Да? Вообще нет. Он домашний будет. Да, он все время дома. Сериалы мы не смотрим вообще. Камеры мы не любим, мы стесняемся. Вот. Единственное из просмотра телевизора это футбол. Ну, куда без этого. То есть вот единственный минус, ну даже не минус, а не, такая ну черта. Это нормально. Да. Ну это абсолютно нормально. Это то есть, ну, нету какого-то фанатизма.
Просто, пусть даже и будет, но и что такого? Это же да, как бы увлечение какое-то. ну вот футбол. Если человек не играет, то хоть посмотреть. А в Москве у тебя были отношения? Конечно, да, Да? у меня был бывший муж, Да. да, я в разводе, Да, разошлись, да? да. Почему? Ну, мужчина оказался альфонсом, Да. бездельником, лентяем, да, который на протяжении нескольких лет тянул из меня деньги. Ну, довольно тяжелая такая ситуация, Мгм. да. То есть тоже вошел в доверие, классическая ситуация, Вот, подстройка, да? да, но российский муж оказался хуже египетских мужчин. Ну, конечно, я не знаю всех египетских мужчин. Не-не-не, ну так нельзя говорить, это ж как бы, и везде же есть хорошие и плохие. Да. Ну, просто вот все говорят, да, то, что египетский мужчина альфонс и так далее. Но альфонсом оказался мой российский муж. Да, да, А да. египетский муж оказался действительно хорошим, адекватным Да. человеком. Не-не-не, я знаю много хороших мужчин. Слушай, а ну расскажи, как вот у тебя московский альфонс увлекал? Увлекал? Увлекал, вот в начале как это было? Ой, вначале это были красивые ухаживания. Мгм. Это постоянно вот хочешь это, хочешь мы поедем сюда, а поехали на машине в Питер, а поехали на машине на море. Я для тебя сделаю все. И вот хочешь, я куплю тебе то, хочешь это. То есть вот как бы, да, пыль в глаза. Пыль, да, морковка, Да. морковка. Мгм. И, значит, зарабатываю я много, я ответственный, взрослый, вот мне нужна семья. А потом оказалось, что на первое время на вот эти ухаживания денежки он брал у своих родителей, Да. у папы. То есть наше свидание спонсировал папа. А потом, уже после брака, то есть человек мне говорил, что он работает, все хорошо, мы живем в достатке, пока в один из дней я не узнала, что у человека кредитов на 3 миллиона, взятых в браке. То есть он брал кредиты просто, чтобы жить, чтобы со мной куда-то ездить, чтобы покупать продукты, а мне говорил, что все хорошо, мы работаем, все отлично. То есть получается, и кто эти кредиты закрыл? Никто. Они не закрыты, он платит вместе Он- со своими родителями, пусть дальше продолжают платить, я в этом никакого участия принимать не буду. А помнишь, ты рассказывала, что твой муж египетский, ну вот этот, покрыл твои кредиты, да? Да. То есть это правда, да? Да, это действительно правда, но это кредиты были взяты еще давным-давно, до брака. Я брала кредиты во время, еще до коронавируса, когда я открывала свое кафе, случился небольшой кризис, нужно было взять кредит. Да, была такая трудная финансовая ситуация. И уже когда я сюда переехала, никаких просрочек, ничего, я платила ежемесячно. Ну, конечно, напрягает, когда ты каждый месяц отдаешь довольно такую большую сумму. Да. Вот, все равно как-то это Мгм. подсознательно тебя прям ложит. Вот. Вопрос такой, а как вот ты закончила отношения? Что ты ему сказала? Сейчас попробую вспомнить. Он был разъяренный? Нет. Он выбрал немножечко другую позицию. Я тогда уезжала с подружкой в отпуск в Сочи. Как раз мне нужно было время, чтобы подумать, как все это закончить. Вот. Вернулась из Сочи и уже начала с ним просто разговаривать адекватно, без ругани, без скандалов, без всего. Просто Нас тут подгоняет ее молодой человек, он стесняется. Как все мужчины долго ждать не любят. Ну ничего, 5 минут я ему показала. Окей. Давай. Так, о чем я говорила? И вот я вернулась из отпуска и уже адекватно, без скандалов, спокойно начала с ним разговаривать, то что, да, наверное, пора заканчивать эти отношения. Во-первых, меня не устраивают вот эти вот кредитные ситуации, вранье постоянное. Я человек очень спокойный, я не вспыльчивая, я пыталась спокойно объяснить. И человек это не воспринял, до сих пор не может это принять. Уже прошло довольно много времени, но периодически он мне что-то присылает в WhatsApp, там какие-то старые фотографии, списанные там «ты мразь», все вот в этом духе. Не может прям смириться. Но он выбрал такую тактику, что он начал давить на жалость, плакать. «Я без тебя умру», «мне без тебя плохо», и все в этом духе, но нет. Как бы без вариантов. Да, нарцисс, московский нарцисс. Да. Так. Какой смешной. Окей.
Не, сейчас, подожди. Ну, все, тогда все. Видишь, он психует. Ну, давай, что еще? Ой, разбудила. С утра пораньше теперь Да? нервничаю. Ну, А да, что еще? Ну, наверное, все. да? Не получится много рассказать. Единственный выходной. Очень хочется провести время на пляже, потому что сегодня жара 35-36 градусов. Хочется немножечко поплавать. Поэтому хочу поблагодарить всех за внимание. Спасибо вам большое. Спасибо за просмотры. Спасибо за комментарии. Если есть вопросы, пишите. В следующем видео обязательно ответим. Ой, не получилось сделать длинное видео, потому что вот муж Лизы там бегал за окнами, махал руками, давайте быстрее, 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 подгонял нас. Они собрались на море, сейчас на пляж, так что вот так вот. Так что мужа с собой не берите ни в магазины, ни на шопинг, ни тем более на интервью. Если вы приехали в Хургаду и вам захотелось вкусно поужинать и отведать мясо на гриле, то вам сюда, в Green Cafe ресторан, который находится в районе Интерконтиненталь. Здесь можете отметить любой праздник или же отдохнуть с детьми на выходных. Отличная кухня и приятная атмосфера ресторана ждут вас. Все координаты под видео. Ну что ж, на сегодня все. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии и обязательно нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить мои новые видео. И до скорых встреч в Египте. Пока-пока.